Всем привет! В этом видео я покажу, что делать, если скрипят тормозные колодки на велосипеде. У нас есть такой электровелосипед фирмы Motion Формула. И у них стали через год эксплуатации пищать тормозные колодки. Как сзади, так и спереди. Необходимо разобраться, в чем проблема. Сейчас мы нажмем тормоза и посмотрим, как они пищат. Слышно, что они начинают пищать даже при небольшой нагрузке. А на скорости этот писк еще больше увеличивается. В первую очередь необходимо снять старые тормозные колодки и проверить их состояние, как спереди, так и сзади. Для снятия тормозных колодок воспользуемся шестигранником CR 5 мм. Откручиваем два болта крепления с одной и с другой стороны. Здесь небольшие болты такие, с ровером и шайбами. Откручиваем второй. После этого снимаем весь тормозной механизм. И вот эти колодки. Для того, чтобы их снять, необходимо открутить два болта. На этих болтах есть фиксатор резьбы, поэтому при сборке также необходимо использовать такую смесь. Теперь разбираем механизм, и вот колодки. Вот видно, что они начали блестеть, подгорели. Контакт идет не полностью на этой колодке, поэтому мы их заменим на более качественные. Теперь вынимаем их из своего разъема. Они магнитные, с одной стороны здесь магнит. Почему они не выпадают? Вот такие колодки. Они имеют толщину сейчас около 1,5 мм. 2 года на них катались, поэтому заменим на новые, которые стоят дороже. Для замены мы приобрели более качественные тормозные колодки фирмы Risk BRS 026. Они имеют полуметаллические накладки, поэтому должны меньше нагреваться и меньше затираться. В комплекте идут колодки. Имеет такой внешний вид. Здесь видны вкрапления меди. Медь способствует лучшему охлаждению этой накладки, поэтому она не будет так подгорать и стираться, как это делали прошлые колодки. Здесь две колодки есть. На них есть эмблема фирменная. Dust DAS 17S. И также идет в комплекте шпилька и распорная пружина, в зависимости от того, какое у вас устройство колодок. У нас почему-то распорная пружина не стояла, но мы ее сейчас поставим для того, чтобы тормоза были более жесткие. Эта распорная пружинка будет вставляться в этот паз и прижиматься второй также в паз. Работать вот таким образом. Приступим к монтажу. Перед монтажом тормозных колодок я возьму мелкую наждачную бумагу и слегка почищу тормозные диски, для того, чтобы они не были такие глянцевые, а стали полуматовые. Круговыми движениями слегка полируем, очищаем эти тормозные диски. С одной и с другой стороны. После использования крупной наждачной бумаги я возьму более мелкую для конечной шлифовки тормозного диска. После шлифования тормозных дисков вытрем пыль, которая образовалась, металлическая, и проверим состояние. Вот видно, что тормозные диски стали полуматовые, на них нет полоски выработки. И теперь
тормозные колодки будут к ним прижиматься равномерно с двух сторон с одинаковой нагрузкой. После этого устанавливаем на свое место колодки. Наживляем. Затем с помощью плоскогубцев слегка сжимаем распорную пружину и вставляем ее в свой паз. Вот пружинка на своем месте. Теперь затягиваем окончательно эти два болта. Здесь еще остался фиксатор резьбы на болтах, поэтому мы его не убираем. После этого необходимо отрегулировать тормозные колодки так, чтобы зазор между колодками и диском был 0,2-0,4 мм с каждой стороны. Берем этот шестигранник и также слегка регулируем закручиванием или откручиванием этот зазор. И после этого можно проверять, как они устанавливаются на диск. И после этого фиксируем тормозной механизм на своем месте, также регулируя все зазоры. Устанавливаем на место болт, одеваем шайбы регулировочно и наживляем. После этого мы регулируем тормозной механизм так, чтобы слева и справа между тормозным диском и накладкой был одинаковый зазор 0,2-0,4 мм. И после этого окончательно затягиваем регулировочные болты. После этого мы откручиваем передние тормозные механизмы и снимаем колодки. Здесь также они блестящие, подгоревшие и неравномерно стертые, что говорит о их перекосе или выработке. Начнем их демонтировать. На старых колодках видно, что износ почему-то у них неравномерный. С одной стороны накладка толще, а с другой стороны тоньше. И соответственно они прижимаются неравномерно, не всей поверхностью, а только ее частью. 1/3 плоскости, которая затирается и плохо работает. Здесь также есть царапины, полоски на тормозном диске. Также необходимо их хорошо зашлифовать, чтобы не было затем выработок на новых колодках неравномерного износа. Теперь не будет выработки колодок в одном месте. После этого устанавливаем на место новые колодки. Также увеличиваем зазор между колодками, для того, чтобы она оделась. Здесь можно будет потом подрегулировать и ставим ее на свое место. Вот колодки на своем месте. Видно, что расстояние между диском и колодками с каждой стороны по 0,2 мм. Проверим, чтобы оно не терло по колодкам. Слегка прокрутим колесо. Шипения нет. Колесо крутится без подклинивания. Значит, зазоры выставлены правильно. Теперь проверяем, как работает заднее колесо. Приподнимаем и прокручиваем. Крутится легко. Тормозные колодки не трут по диску. Значит, здесь все отрегулировано правильно. После этого нужно выехать на дорогу и проверить, как работает тормозная система велосипеда. При торможении писка нет. Диски работают с колодками в паре, не греются. Значит, мы сделали все правильно, и тормоза пищать не будут. После замены тормозных колодок необходимо
немного их притереть, при этом быстро не гонять, тормозить плавно, и через пару километров они еще лучше притрутся и станут одним целым с тормозными дисками. Вы посмотрели видео о том, что делать, если тормозные колодки на вашем велосипеде пищат. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!